Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о программируемом контроллере лога фирмы Siemens, а конкретно о возможности ввода программы с панели программируемого модуля лога. Вначале пару слов о строении контроллера. Имеются клеммы питания для подключения постоянного или переменного напряжения, клеммы входа, панель управления представляет из себя 6 кнопок: вверх-вниз, лево-право, подтвердить ОК кнопка и отказаться Escape, дополнительная карта памяти, разъем для подключения интерфейса, а также клемма блока выхода. Программу управления можно ввести вручную с панели модуля или с помощью программного обеспечения Logo Soft Comfort. Пример вводимой программы. Имеется два входа и имеется два выхода. Рассмотрим схему ввода программы. Ввод программы осуществляется с элемента выхода. Элементы программы выбирают из блоков. Блоки могут быть CO – константы, GF – базовые функции, General Function, и Special Function – специальные функции. Для начала выбора элемента необходимо нажать кнопочку ОК и выбрать блок. После выбора блока на экране появится первичный элемент, который можно впоследствии редактировать. Для этого необходимо нажать, если элемент не подходит, еще раз, элемент начинает мигать, и с помощью кнопок прокрутки можно выбрать необходимый элемент. Прокрутка осуществляется по кругу. В этом фильме рассказано, как вводить программу с пульта программного модуля лога. Прежде всего надо остановить выполнение программы, выбрав стоп. Затем выбрать функцию program, выбрать clear program, тем самым стереть заданную имеющуюся программу. Для записи новой программы выбрать edit program, нажать ОК, New, ОК. На экране появится Q1. Если мелькает знак, то его можно изменить. Это изменяется по кругу. Q1 в данном случае подходит. Налево. На входе должна быть логика AND. Нажмем ОК и дает возможность менять. Выбираем GF, нажимаем, и тем самым появляется первая логика AND. Она мигает, означает, что можно выбирать. Нажимая кнопку вниз, можно пролистывать все имеющиеся функции. Здесь надо обращать внимание на инверсию на выходе. Она очень незаметна, поэтому следите за названием функции. В данном случае чистая логика AND. Вводим первый вход. Ввод. Первый вход И1. Перемещаем курсор вниз. ОК. Вход начинает мигать. Передвигаем направо, вверх. Подтверждаем выбор двойки. И2 подходит. Вводим инверсию. Нажимаем комбинацию клавиш ОК, низ, ОК. Тем самым вход немножко меняется. Инвертирован. Нажимаем Escape. Escape. Устройство предлагает запомнить программу. Запоминаем. Еще раз Escape, и тогда можно выбрать функцию старта.
начинается выполнение введенной программы. Если мы желаем изменить имеющуюся программу, то прежде всего останавливаем выполнение программы, выбираем программ, выбираем Edit Program, выбираем New. Для этого нажимаем кнопочку ОК, еще раз ОК, и появляется на экране Q2. Нажав налево, мы вводим логику AND. Вниз листаем, и можно выбрать другие функции, например, SF, GF, это основные логики. Устройство сохраняет прежний выбор, и поэтому обычно предлагает те логики, которые в основном выбираются. Вводим И1, И2, подтверждаем. В данном случае у нас инвертирован первый вход, вводим инверсию, ОК, вниз, ОК. Нажимаем Escape, выходим из эдитора, сохраняем программу, нажимаем еще раз Escape и нажимаем кнопочку Start. Работу программы можно будет просмотреть на экране устройства. Нажимаем кнопку направо и выбираем поле входов. И нажимаем на физическую кнопку, которая соединена со входом И1 и И2, и показывает, что эти кнопки работают. Нажав следующее поле, Q, поле выходов, смотрим, нажимаем первую кнопку, включается первая лампа, нажимаем вторую кнопку, загорается вторая лампа, а если нажать обе кнопки, то лампа не горит. Спасибо за внимание.